Всем привет, нас зовут Кира и Аня, и совсем недавно мы прилетели в столицу Таиланда, Бангкок. В этом видео мы хотим вам показать, что стоит посетить в этом городе, если у вас всего один день. Кстати, если вы впервые приехали в Азию, как и мы, то, скорее всего, вопросы, куда сходить, вам придется отложить, потому что у вас будет очень много вопросов по типу И что из этого можно есть? «Ты чувствуешь этот запах? С какой скоростью мы сейчас едем? Смотри, сколько там байков!» Нет, я серьезно, это совершенно другой мир, и к этому никак нельзя заранее подготовиться. Бангкок огромен, противоречив и безумно интересен. Тут у подножия небоскребов стоят макашницы с едой, среди трущоб прячутся модные гестхаусы. Здесь другое летоисчисление, а Новый год празднуется 3 раза. Тут есть уличная еда с ценником выше, чем в элитных ресторанах. И каким бы шумным этот город не был, ты постоянно натыкаешься на кусочки рая на земле. Видимо, поэтому столица Таиланда называется городом ангелов. Кстати, а полное название Бангкока внесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое длинное, и звучит оно вот так. กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิรกครบนพรัตน์ราชธานมินบุรีรมอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสกทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ Для большинства Бангкок является такой промежуточной точкой по пути к прекрасному побережью Таиланда. Из-за этого не каждый уделяет ему должное внимание, что, на мой взгляд, очень и очень зря. Я понимаю, что вы пережили многочасовой перелет. Отпуск длится всего лишь пару недель, что хочется поскорее очутиться на пляже с кокосом в руках. Я все это прекрасно понимаю, но если вы уделите этому городу немного своего времени, я уверена, равнодушными вас точно не оставят. У меня щенячий восторг. Реально, я не думала, что мне настолько это нравится. Итак, вот вы и в Бангкоке, и, допустим, у вас есть всего один день, чтобы изучить город. С чего же начать? Скорее всего, загуглив, вам выпадут достопримечательности старого города или острова Ратанакоси. Это искусственно созданный остров, по одну сторону которого река Чао-Прая, а с другой – каналы, вырытые еще в 1782 году по приказу короля Рамы I. Именно он перенес столицу Таиланда на восточный берег реки и был основателем Бангкока. Сейчас королем Таиланда является Маха Вачиралангкорн Рама X. Очень интересная личность, советую почитать о нем отдельно. На острове вблизи него расположено большое количество памятников культуры и храмов. Обойти их все за один день, к сожалению, не получится. Поэтому мы покажем только те, которые, на наш взгляд, заслуживают большего внимания. Лидер абсолютно любого топа достопримечательностей Бангкока – Королевский дворец. Скажу сразу, мы решили туда не идти и уделять внимание другим местам, но если вы туда соберетесь, будьте готовы к некоторым вещам. Работает комплекс с половины 9 утра до половины 4 вечера, поэтому выспаться придется в другой раз. На территорию могут попросту не пустить, если твои плечи, живот либо ноги не прикрыты. Но также в список запрещенки попали еще рваные джинсы, узкие джинсы, лосины. Короче, там шарят за стиль, если ты недостаточно модный, то тебя просто не пустят. И входной билет для иностранцев стоит 500 бат. Для тайцев проход бесплатный. Привыкайте, так много где будет. Всю актуальную информацию уточняйте на официальном сайте, ссылку на него оставим в описании.
Итак, если вы в руках уже держали местные монеты, то, скорее всего, видели эту достопримечательность. Ват Арун, или храм утренней зари, назван в честь индуистского бога рассвета Аруна. Сюда советуют приходить в утренние часы, либо на закате, потому что лучи падают под особо удачным углом. Храм Ват Арун находится на западном берегу реки Чао-Прая. Чтобы туда попасть с восточного берега, можно воспользоваться паромом, а с западного – метро. На самом деле лестница очень крутая и реально страшно подниматься. Очень узкие проходы. Насколько я знаю, раньше наверху была смотровая площадка, но почему-то сейчас все проходы перекрыты, видимо, в целях безопасности. Ват Арун является одной из главных достопримечательностей Бангкока и очень популярен среди туристов. Ранее в храме хранилась известная статуя изумрудного Будды. Кроме того, он выполнял функции королевской резиденции. В настоящее время храм остается одним из важнейших буддийских сооружений страны. Ну а туристы приезжают сюда, чтобы сделать просто потрясающие фотографии на фоне его фарфоровой кладки. Кстати, насчет фарфора. Во-первых, он китайский, а во-вторых, битый. Есть разные версии его появления. Где-то говорится, что он был использован в качестве балласта на судах, прибывающих из Китая, а где-то, что был обнаружен на затонувшем корабле. Архитектура храма сочетает в себе элементы традиционной тайской, китайской и индуистской архитектуры. Тут можно увидеть тайские линии и орнаменты, выполненные на китайском фарфоре и находящиеся на пагоде, напоминающей пирамидальные башни храмов Индии. На закате храм закрывается и включается подсветка. С пирса восточного берега каждый вечер можно увидеть небольшое световое шоу. Добираться до следующей локации мы будем на пароме. Его стоимость всего 16 бат. Но это только если знаешь, что делаешь, потому что есть паромы для туристов, на которые чаще всего вам попытаются продать билеты. Там стоит проезд 30 бат до определенной точки, либо 150 без лимит. То есть ты покупаешь за 150 билет, едешь куда-либо, высаживаешься, смотришь локацию, и потом на такой же синий паром опять садишься и едешь дальше. В принципе, для туриста это очень выгодно поездить, посмотреть, но если у вас маленькое расстояние, то надо показывать на определенные правильные пути и ехать намного дешевле, например, всего за 16 бат. Итак, наша следующая локация – храм лежащего Будды или Wat Pho. Обычно возле храмов стоят местные торговцы и продают длинные штаны, накидки, бат по 200, по 250. Но только что я видела, как охранник вынес целую кучу одежды, и девушка, туристка, подошла к нему, попросила, и ей дали вот такую вот зеленую накидку. Бесплатно. Я одевалась.
Он огромный. В здании храма, лежа на боку, расположился покрытый золотом Будда. Его высота 15 метров, длина 46. Его ступни длиной 5 метров покрыты перламутровыми орнаментами. И он действительно очень большой. Мне было очень интересно, почему Будда лежит на боку. Считается, что это поза смерти. В какой-то момент Будда понял, что достиг нирваны, но перед тем, как в нее уйти, решил покушать. Трапезничая, он уже знал, что часть еды отравлена, но так как он был провидцем. Но он понимал, что это было сделано не со зла, поэтому всю еду все равно съел, после чего лег на бок и ушел в паре нирвану. Вместе с потоком туристов Будду можно обойти по кругу, останавливаясь в специальных точках, чтобы сделать фото. Вдоль задней стороны тела установлено 108 чаш, в которые можно бросить 108 монет. Каждая чаша – одно желание. Мелочь искать не придется. Рядом можно купить специальную мисочку с монетами всего за 20 бат. Wat Pho считается первым университетом Таиланда, а еще это центр традиционного тайского массажа. Даже сейчас можно прийти и записаться на сеанс массажа или научиться делать массаж себе самому. Помимо всего этого, мы увидели, что здесь занимаются дети прямо на территории храма. У них был урок флейты, после чего их отпустили, они тут бегают, играют в футбол, они прямо сейчас бегают вокруг Киры, это выглядит очень забавно. Мы их капельку подсняли. Итак, следующая наша локация – храм Золотой горы. Храм находится на искусственном возвышении. Высота постройки 76 метров. Еще до начала строительства небоскребов это была самая высокая точка на восточном побережье. На вершину горы ведет более 300 ступеней. Тут две лестницы, одна на подъем, другая на спуск. И как только вы подниметесь наверх, вы можете позвонить в колокола. Считается, что это принесет вам удачу и здоровье. На самом деле территория комплекса очень большая, и здесь есть множество различных локаций. Например, одна из них – это Большой Будда в скале. Вход в пещеру находится прямо за кассами. Хоть русских туристов тут и не так много, надписи периодически встречаются. В какой-то степени это небольшой обман, потому что пещера искусственная, это не настоящий камень. Хоть и пещера искусственная, все равно это выглядит очень красиво. А если вы хотите загадать еще одно желание, то вы можете купить вот такой золотой листочек за 20 бат, написать на нем свое желание и повесить на вершине горы на колокольчике, либо на вот это дерево внизу.
стояли, снимали, к нам подошли девушки и дали вот это. И предложили присоединиться. Я не знаю, можно ли быть более везучими людьми, чем мы, но мне это нравится. Тайские буддисты придают этому храму особое значение, ведь на вершине горы в золотом саркофаге предположительно хранится частица праха Будды. Когда столица Таиланда переехала в Бангкок в XVIII веке, территория храма служила местом кремации жителей, умерших от холеры. Говорят, что жертв эпидемии было настолько много, что более 30 тысяч тел лежало здесь неделями, что в дальнейшем послужило появлению стервятников на территории храма. На данный момент храм как крематорий не используется. Если вы в Бангкоке на один день и все главные достопримечательности вы уже обошли, то отправляйтесь на Khaosan Road. Во-первых, она находится настолько близко, что ноги вас туда сами заведут, а во-вторых, это такая же достопримечательность, как и все остальное. Пойдемте посмотрим, такая ли она классная на самом деле. Khaosan — это классическая туристическая улица. Тут сделано все для того, чтобы вы хорошо провели вечер. Чтобы вас толкали, пинали, унижали, орали, приставали. Все, как вы любите, все для туристов. Итак, чем же тут можно заняться? Для начала просто прогуляйтесь. Попробуйте поймать вайб этой улицы. Это десятки баров включают громкость на полную, как будто бы пытаясь перекричать соседей. Толпы людей со всего мира поют всеми любимые песни. Повсюду горят вывески, пахнет вкусной едой и не всегда только ей. Да, такое тут можно встретить повсеместно. В 2018 году в Таиланде легализовали медицинскую марихуану, поэтому тут просто огромное количество шопов, а на Khaosan есть целый супермаркет. Когда-то на этом месте находился самый большой рынок риса во всем Сиаме, а главным туристическим хабом она стала совсем недавно. Говорят, что когда городу исполнилось 200 лет, был организован большой праздник, на который приехало столько людей, что мест в отелях не хватало, и туристы просили местных жителей остановиться у них в домах. Еще 40 лет назад на этой улице было буквально 2 гостевых дома, а спустя несколько десятилетий она стала главным пристанищем для бюджетных туристов со всего мира. Люди приезжают сюда, чтобы классно провести время, выпить из пластикового ведерка и попробовать кое-что экзотичное. Вообще на протяжении всей улицы вот такие вот ларечки снимать запрещено, но я очень хотела попробовать. Сейчас я увидела его без толпы людей. Там помимо готовых насекомых есть еще и живые, поэтому я не буду этого делать. Но помимо этого тут есть что попробовать. Классический пад-тай, жареные спрингроллы, сосиски всех видов и цветов, шашлычки и еще куча разных вкусностей. Например, вот такой блинчик роти. Это тонкое-тонкое тесто, жареное на огромном количестве масла, сверху банан, нутелла. Должно быть безумно вкусно, безумно сладко и невероятно жирно. Я не думала, что будет настолько вкусно.
Но если отдых на Каасан вам не по душе, то загляните на соседнюю улицу. Она, кстати, намного тише. Смотрите, я могу разговаривать и даже не кричать. Успех? На этой улице совершенно другая атмосфера. В барах играет живая музыка. Люди смотрят футбол, посещают сеансы массажа и имеют возможность просто спокойно гулять, а не пробираться сквозь толпу. When I look into your eyes, love overflow, I'm never letting go. All my life I give to you, love breakthrough, I'm never letting go. Never ceasing, our love grows ever increasing, never letting go. Вот и подошел к концу наш день, и его было, конечно, очень мало, чтобы изучить такой большой город, как Бангкок. Осмотрев исключительно достопримечательности старого центра, вы никогда не увидите, как стремительно развивается этот город. Как среди трущоб вырастают небоскребы, торговые центры. Но этого будет вполне достаточно, чтобы хотя бы чуть-чуть окунуться в культуру Таиланда. А в следующем выпуске мы обязательно покажем, что посмотреть в Бангкоке, если вы хотите увидеть его в другую сторону. Еще мы попали на китайский Новый год, об этом тоже будет выпуск на канале. Ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо вам за просмотр. We were made for each other.